Наташа сидела в гостиной своего загородного дома после долгого рабочего дня, рассеянно потирая шею. Уже несколько недель ее мучила тупая боль, и она никак не могла от нее избавиться. Сначала она подумала, что ее просто укусил комар, ведь летом это было обычным делом. Но со временем ощущение стало только усиливаться, превращаясь в постоянный источник дискомфорта. Будучи человеком жизнерадостным и оптимистичным, Наташа старалась не зацикливаться на этом, списывая все на усталость, стресс или неудачное положение во сне. Но сегодня боль стала настолько сильной, что игнорировать ее было невозможно. Она приложила к шее теплый компресс, потом попробовала помассировать болезненное место, но облегчение так и не пришло. В это время ее жених, Алексей, находился на кухне и готовил чай. Он насвистывал мелодию, и в его движениях чувствовалось спокойствие и привычная забота. Их история любви была особенной. Они знали друг друга с детства, когда еще бегали босиком во дворе, делились секретами и мечтами, потом разошлись в разные стороны, потеряв связь на долгие годы, а год назад судьба вновь свела их вместе. Теперь они были обручены и с нетерпением планировали свадьбу, спорили о цветах для букета, обсуждали, в какой город поехать в свадебное путешествие. Наташа посмотрела на Алексея и решила, наконец, рассказать ему о своей боли. Она терпела слишком долго. «Лёша», — тихо начала она, — «у меня сильная боль в шее, она не проходит слишком долго». Алексей обернулся, и его глаза сразу наполнились тревогой. Он поставил кружку на стол и подошел к ней. Сев рядом, он заметил, как ее лицо стало бледным, а движения — скованными. Его особенно волновало то, что уже завтра они собирались участвовать в благотворительном марафоне, посвященном поддержке онкобольных. Для Наташи это мероприятие имело особое значение. Ведь раньше она была волонтером и помогала пациентам, проводила с ними вечера, читала книги, писала письма тем, кто не мог видеться с родными. Она мечтала пробежать дистанцию вместе с Алексеем, чтобы внести свой вклад. Алексей наклонился, осторожно отодвинул ее волосы и внимательно посмотрел на шею. Его сердце ёкнуло. Прямо под кожей, чуть ниже горла, он заметил небольшую шишку. «Наташа, ты это видела раньше?» — спросил он, стараясь говорить спокойно. Она нахмурилась, ее пальцы коснулись того места. «Я думала, что меня укусил комар», — тихо ответила она. Потом решила, что это напряжение мышц. Но с каждым месяцем все хуже. Я пробовала массаж, компрессы, обезболивающее. Ничего не помогает. Алексей нахмурился еще сильнее. По профессии он был фельдшером скорой помощи и прекрасно знал, что такие симптомы нельзя игнорировать. «Наташа, нам нужно это проверить как можно скорее», — мягко сказал он. «Возможно, это пустяк, но я не хочу рисковать». Но она покачала головой. «Завтра марафон. Я слишком долго этого ждала. Давай не будем сейчас поднимать панику. Я потом схожу к врачу». Алексей уважал ее решение, но тревога не покидала его. В тот вечер Наташа призналась, что странные симптомы мучили ее уже 2 года. Она часто испытывала боли в животе, спазмы и постоянные позывы в туалет. Ей ставили синдром раздраженного кишечника. Врачи твердили, что это просто стресс. Несколько раз она даже попадала в больницу из-за сильных кровотечений, но анализы ничего не показывали. «Я не хотела тебя нагружать», — с печальной улыбкой сказала она. «Мне казалось, что я преувеличиваю». Алексей сжал ее руки. «Ты не одна, Наташа. И сейчас это важно». Утром, перед марафоном, он снова посмотрел на ее шею. Шишка будто выросла за ночь, кожа вокруг покраснела. Его тревога превратилась в панический страх. «Мы не можем так рисковать», — твердо сказал Алексей. «Я вызываю скорую». Наташа колебалась, ее сердце рвалось на забег, но по глазам Алексея она поняла, что ситуация серьезная.
Через полчаса их уже везли в городскую клинику. Врач в машине скорой помощи внимательно расспрашивал ее, есть ли еще симптомы. Усталость, очень сильная усталость, и боль стала отдавать в плечи, призналась Наташа. В больнице ее сразу направили на обследование. Алексей не отходил от нее ни на шаг, держал за руку, рассказывал истории из их детства, чтобы отвлечь. Когда врач вернулся с результатами, его лицо было серьезным. «У вас медулярный рак щитовидной железы», — тихо произнес он. Эти слова повисли в воздухе, словно удар грома. Доктор объяснил. Этот вид рака развивается из особых клеток, вырабатывающих гормоны, и часто долго остается незамеченным. Лечение включало операцию по удалению щитовидной железы, затем лучевую терапию и, возможно, химиотерапию. Прогноз был тяжелым. Уровень кальцитонина у Наташи оказался в 1000 раз выше нормы. Из-за этого у нее были сильные кишечные расстройства и хроническая усталость. Кроме того, лечение означало, что она никогда не сможет иметь детей. Несмотря на это, Наташа проявила невероятную силу духа. «Я не позволю этому остановить меня», — сказала она Алексею. «У нас есть жизнь, и я хочу прожить ее до конца». Алексей сжал ее руку, с трудом сдерживая слезы. Со временем они вместе начали благотворительные проекты, посвященные онкологии. Вместо марафона на следующий год они организовали многодневный забег, чтобы собрать деньги для клиники, где лечилась Наташа. Люди со всего города пришли поддержать их. Семья, друзья, коллеги из библиотеки, где работала Наташа, даже ее читатели и случайные прохожие. Она вдохновляла окружающих своей стойкостью. Но во время очередного обследования врачи сообщили страшную новость. Рак распространился дальше — на позвоночник, легкие, печень и кости. Наташа и Алексей были подавлены, но не сломлены. «Мы не сдаемся», — сказал он. Они продолжили бороться и использовать каждый день, чтобы жить полной жизнью, совершали маленькие путешествия, устраивали вечера музыки и чая у камина, смеялись и плакали вместе. Их история стала символом силы, любви и надежды. Наташа знала, даже если время ограничено, оно принадлежит им, и никто не может отнять у нее решимость жить с улыбкой. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.